300 тысяч километров в секунду. Это скорость, которая могла бы доставить тебя на Луну менее чем за 1,5 секунды. Скорость, которая облетает нашу планету почти 8 раз за одно удар сердца. Скорость, которую физики называют абсолютным пределом всего сущего во Вселенной. И вот что тебе не говорят. Этой невообразимой скорости катастрофически недостаточно. Она настолько медленная по космическим меркам, что если бы человечество прямо сейчас запустило корабль со скоростью света в сторону ближайшей крупной галактики, ни один человек на Земле никогда не узнал бы, долетел ли он. Ни наши дети, ни их дети, ни целые цивилизации, которые еще только родятся и исчезнут. Свет, самое быстрое, что существует в природе, безнадежно медлителен для того, чтобы пересечь космические пропасти между островами звезд. Сегодня мы погрузимся в 3 мистерии, которые изменят твое понимание реальности. Первое. Почему Вселенная построена так, что даже самый быстрый курьер природы, фотон, не способен доставить послание между большинством галактик за все время существования космоса? Вторая. Как расширение пространства создает невидимые тюрьмы, из которых невозможен побег, и почему прямо сейчас целые области космоса навсегда исчезают из нашей досягаемости? Третье. Что это означает для любой разумной цивилизации, включая нашу, и какое мрачное будущее ожидает наблюдателей, которые будут смотреть на небо через триллионы лет? Ты думаешь, что знаешь, насколько велика Вселенная? Ты ошибаешься. К концу этого путешествия ты обнаружишь нечто, что изменит твое восприятие времени, пространства и самой возможности контакта с другими мирами. Ты узнаешь, почему молчание космоса может быть не результатом отсутствия жизни, а следствием архитектуры самой реальности. И, возможно, сегодня ночью тебе будет труднее уснуть. Если тебя завораживают мистерии космоса, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Давай начнем с того, что нам рассказывали в школе. Свет – это самое быстрое явление во Вселенной. 300 тысяч километров в секунду в вакууме, если быть точным, 299 792 километра и 458 метров каждую секунду. Эта цифра вбита в фундамент физики как абсолютный потолок. Ничто не может двигаться быстрее, потому что при приближении к скорости света масса объекта стремится к бесконечности, время замедляется до остановки, а энергия, необходимая для еще малейшего ускорения, превышает всю энергию Вселенной. Так гласит специальная теория относительности Эйнштейна, проверенная тысячами экспериментов и подтвержденная работой каждого спутника на орбите. Нам говорили, что это невероятно быстро. Нам показывали впечатляющие сравнения. Луч света преодолевает расстояние от Земли до Луны за 1,3 секунды. От Солнца до нашей планеты. За 8 минут 19 секунд. Когда ты смотришь на закат, ты видишь Солнце не там, где оно находится прямо сейчас, а там, где оно было более 8 минут назад. Свет успевает обогнуть экватор Земли 7,5 раз за одно мгновение. Эти примеры создают иллюзию невообразимой скорости. Но вот, что официальная версия умалчивает или упоминает вскользь. Космос не измеряется расстояниями до Луны или даже до Солнца. Космос измеряется в световых годах, расстояниях, которые свет преодолевает за целый год непрерывного движения. И когда ты начинаешь оперировать этими единицами, скорость света внезапно перестает казаться впечатляющей. Она становится трагически, безнадежно медленной. Ближайшая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,24 светового года. 4 года и примерно 3 месяца – столько времени потребуется фотону, летящему с максимально возможной скоростью во Вселенной, чтобы достичь нашего ближайшего звездного соседа. Если бы ты отправил радиосигнал прямо сейчас, ответ мог бы прийти не раньше, чем через 8,5 лет. И это ближайшая звезда. Одна из сотен миллиардов в нашей галактике. Центр Млечного Пути находится примерно в 26 тысячах световых лет от нас. Сигнал, отправленный сегодня, достигнет галактического ядра только через 26 тысячелетий. Когда неандертальцы еще бродили по Европе, из центра нашей галактики начал свое путешествие свет, который мы видим сегодня в мощные телескопы. История человеческих цивилизаций укладывается в несколько раз в время путешествия одного фотона через нашу собственную звездную систему. Галактика Андромеды, ближайшая крупная галактика к Млечному Пути, расположена на расстоянии 2,5 миллионов световых лет. Свет, который мы видим от нее сегодня, начал свое путешествие, когда на Земле еще не существовало человека разумного. Наши предки, австралопитеки,
только учились ходить на двух ногах, когда эти фотоны покинули звезды Андромеды. И здесь начинается первое разрушение привычной картины мира, потому что Андромеда – это ближайший крупный сосед. Это соседний дом на нашей космической улице. За пределами этого соседнего дома лежат миллиарды других галактик, и расстояния до них измеряются уже не миллионами, а десятками миллионов, сотнями миллионов, миллиардами световых лет. Галактика. Водоворот находится в 23 миллионах световых лет. Галактика Сомбреро в 29 миллионах. Скопление Девы, содержащее масса числится около 2000 галактик, в 54 миллионах световых лет. Скопление Комача в 320 миллионах световых лет. И это все еще относительно близкие по космическим меркам объекты. Это наше локальное космическое окружение. Самые далекие галактики, которые мы способны наблюдать, находятся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет. Свет от них путешествовал к нам почти всю историю Вселенной. Он начал свое путешествие вскоре после Большого взрыва, когда космос был совсем молодым и горячим, и только сейчас достиг наших телескопов. Мы смотрим на эти далекие галактики и видим их такими, какими они были в младенчестве мироздания. Официальная наука говорит нам: да, расстояния огромны, но теоретически, в Абасисе, имея достаточно времени, свет способен пересечь любое из них. В конце концов, если ждать достаточно долго, фотон доберется куда угодно. Это логично, это интуитивно понятно, и это абсолютно неверно, потому что реальность гораздо мрачнее. Вселенная не статична, она расширяется. И не просто расширяется, она расширяется с ускорением. Пространство между галактиками буквально растягивается, и чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это не потому, что галактики движутся сквозь пространство. Само пространство растягивается, унося галактики на своих волнах. Американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил это явление почти 100 лет назад, измеряя красное смещение далеких галактик. Свет от них приходил к нам более красным, чем должен был быть. Его волны растягивались по мере того, как само пространство расширялось во время путешествия фотонов. И чем дальше находилась галактика, тем сильнее было это смещение. Сначала ученые думали, что расширение замедляется под действием гравитации. Логично, все галактики притягивают друг друга, и это притяжение должно постепенно тормозить разлет. Но в 1998 году две независимые группы астрономов, изучая далекие сверхновые, обнаружили шокирующую правду. Расширение не замедляется, оно ускоряется. Что-то толкает Вселенную, заставляя пространство растягиваться все быстрее и быстрее. Это что-то ученые назвали темной энергией, признавая, что совершенно не понимают его природу. Около 68% всей энергии во Вселенной приходится на эту загадочную силу, и единственное, что мы точно о ней знаем, она противодействует гравитации и ускоряет расширение пространства. И вот здесь наступает момент, который разбивает все надежды на межгалактические путешествия. Если пространство расширяется, то расстояние между нами и далекими галактиками постоянно увеличивается. И если галактика достаточно далеко, пространство между нами растет быстрее, чем свет способен его преодолеть. Представь, что ты бежишь по эскалатору, который движется в противоположном направлении. Если эскалатор движется со скоростью, равной твоей скорости бега, и ты остаешься на месте. Если эскалатор движется быстрее, ты постепенно отдаляешься от цели, несмотря на все усилия. Для галактик на определенном расстоянии пространство между ними и нами расширяется со скоростью, превышающей скорость света. Это не нарушает теорию относительности, потому что ничто не движется сквозь пространство быстрее света. Расширяется само пространство, а это совсем другое явление. Но результат тот же. Свет никогда не преодолеет это расстояние. Никогда. Существует понятие космического горизонта – сферы, за пределами которой галактики удаляются от нас со скоростью, превышающей световую. Все, что находится за этим горизонтом, недоступно нам навечно. Мы никогда не сможем достичь этих галактик, никогда не сможем отправить туда сигнал, никогда не получим оттуда сообщения. Они отрезаны от нас самой структурой реальности, самой тканью пространства-времени. И самое жуткое – этот горизонт не статичен. Он сжимается. Каждую секунду галактики, которые еще вчера находились в пределах теоретической досягаемости, пересекают эту невидимую границу, исчезают навсегда. Прямо сейчас, пока ты слушаешь эти слова, сотни тысяч звездных систем покидают нашу зону возможного контакта.
Они не взрываются, не исчезают физически, они просто уплывают за край, откуда нет возврата. Ученые называют это эрой изоляции. Когда-то в далеком будущем все галактики, кроме тех, что гравитационно связаны с Млечным Путем, исчезнут за космическим горизонтом. Небо опустеет. Наши далекие потомки, если они будут существовать, никогда не узнают, что Вселенная когда-то была полна галактик. Для них весь видимый космос будет ограничен лишь нашим маленьким островом слившихся галактик в океане абсолютной тьмы. Но давай вернемся к настоящему моменту и к тому, что это означает для нас сейчас. Наблюдаемая Вселенная, та ее часть, свет от которой уже успел до нас дойти, содержит примерно 2 триллиона галактик. 2 триллиона. Это число с 12 нулями. И в каждой галактике сотни миллиардов звезд. Вокруг большинства из этих звезд вращаются планеты. Потенциальных миров там больше, чем песчинок на всех пляжах Земли. И подавляющее большинство этих галактик уже недостижимо. Не будет недостижимо когда-нибудь, а уже недостижимо прямо сейчас. Горизонт событий Вселенной находится примерно в 16 миллиардах световых лет от нас. Все, что находится дальше, навсегда за пределами любого возможного контакта. Из 2 триллионов галактик в наблюдаемой Вселенной только ничтожная доля процента, несколько десятков галактик нашей местной группы, останутся доступными даже теоретически. Остальные потеряны. Миллиарды галактик, каждая со своими звездами, планетами, потенциальными цивилизациями. И мы никогда, при любом развитии технологий, при любых фантастических прорывах в науке, не сможем даже отправить им сигнал. Это не вопрос технического прогресса. Это не вопрос времени или ресурсов. Это фундаментальное ограничение, вписанное в саму структуру Вселенной. Законы физики не просто затрудняют межгалактические путешествия, они делают их невозможными для большинства галактик, буквально запрещают их на уровне самой природы реальности. Когда мы говорим о поиске внеземных цивилизаций, мы часто думаем о Млечном Пути, о наших 200-400 миллиардах звезд, об экзопланетах в обитаемых зонах, о радиосигналах, которые мы отправляем в космос уже почти 100 лет. Но даже в рамках нашей собственной галактики скорость света создает проблемы почти непреодолимые. Допустим, на планете у звезды на противоположном конце Млечного Пути существует разумная цивилизация. Допустим, они отправили нам сигнал. Этот сигнал летит со скоростью света, быстрее невозможно, и он будет лететь 100 тысяч лет. Если мы получим его сегодня и немедленно ответим, наш ответ достигнет их через следующие 100 тысяч лет. 200 тысяч лет – это минимальный срок для простого обмена фразами «привет» и «привет вам тоже». За 200 тысяч лет на Земле вымерли и появились целые виды. 200 тысяч лет назад современные люди только начинали расселяться по Африке. Ни одна известная нам цивилизация не просуществовала даже 10 тысяч лет в узнаваемой форме. Возможен ли диалог, растянутый на эпохи? Возможно ли взаимопонимание между цивилизациями, которые к моменту получения ответа могут измениться до неузнаваемости или вовсе исчезнуть? И это в пределах одной галактики. С другими галактиками ситуация на порядке хуже. Галактика Андромеды – наш ближайший крупный сосед. 2,5 миллиона световых лет. Если бы там существовала цивилизация, и они отправили бы нам сигнал в тот момент, когда на Земле появились первые представители рода Homo, этот сигнал только сейчас был бы на полпути к нам. Еще 2,5 миллиона лет, и он достигнет Земли. Кто будет здесь к тому времени? Будут ли еще существовать люди? Или наши потомки эволюционируют во что-то совершенно иное? Скорость света – это не просто техническое ограничение, это тюремная стена, отделяющая нас от остальной Вселенной. Мы можем видеть другие галактики, можем изучать их свет, можем восхищаться их красотой в телескопах, но достичь их никогда. Некоторые оптимисты говорят о лазейках, о червоточинах, об искривлении пространства, о варп-двигателях из научной фантастики. Но все это остается чистой теорией, математическими играми без малейшего подтверждения в реальности. Червоточины, если они существуют, были бы микроскопическими и нестабильными. Искривление пространства требует энергий, превосходящих все, что способна произвести цивилизация любого уровня развития. А законы термодинамики и причинности создают парадоксы, которые могут делать любое обходное путешествие быстрее света принципиально невозможным. Реальность, которую нам приходится принять, такова. Мы живем в невообразимо огромной Вселенной, большая часть которой навсегда закрыта для нас. Свет – наш самый быстрый посланник, безнадежно медлителен по сравнению с масштабами космоса.
И это не случайность, не досадная деталь конструкции. Это фундаментальное свойство нашего мира. Возможно, другие цивилизации, если они существуют, смотрят на небо с тем же отчаянием. Возможно, по всей Вселенной разбросаны острова разума, навсегда отрезанные друг от друга космическими расстояниями и ограничениями скорости света. Каждый из этих островов видит далекие галактики, знает о существовании бесконечного количества звезд и планет, но никогда не сможет протянуть руку и коснуться. Молчание космоса, которое так озадачивает ученых, знаменитый парадокс Ферми. Вопрос «Где все?» может иметь простой и ужасающий ответ. Все здесь. Все смотрят на небо. Все мечтают о контакте. Но Вселенная построена так, что контакт невозможен. Не потому, что мы одиноки, а потому, что само пространство-время является барьером, непреодолимым для любой технологии, любой науки, любой мощи. Мы привыкли думать о космосе как о последнем рубеже, как о бесконечном пространстве возможностей, ждущих исследователей. Но, возможно, космос – это не чьи-то, это не приглашение, а тюрьма. Бесконечная тюрьма с открытыми окнами, через которые мы можем видеть другие камеры, но никогда не сможем до них дотянуться. И если ты думаешь, что это мрачно, подожди. Потому что реальность гораздо темнее, чем все, что мы уже обсудили. Мы только коснулись поверхности этой бездны. В следующей части мы погрузимся глубже в физику самого света и пространства-времени. Мы рассмотрим, как именно работает это космическое ограничение скорости, какие силы природы его создают, и почему даже самые фантастические технологии будущего, скорее всего, никогда не смогут его преодолеть. Мы поговорим о конкретных расстояниях, о конкретных галактиках и о том, что физики реально знают и чего не знают, о возможности путешествий быстрее света. Приготовься узнать, почему 300 тысяч километров в секунду – это приговор, а не возможность. Представь себе частицу, летящую внутри большого адронного коллайдера в Швейцарии. Протон, разогнанный до невообразимых энергий, мчится по кольцевому тоннелю длиной 27 километров. Он движется со скоростью 99,99% от скорости света. Это настолько близко к абсолютному пределу, что разница кажется несущественной. Но вот что происходит, когда ученые пытаются разогнать его еще немного. Требуемая энергия взлетает экспоненциально. Чтобы добавить последнюю 100 долю процента к скорости, нужно больше энергии, чем было затрачено на весь предыдущий разгон. А чтобы достичь ровно 100%, нужно бесконечное количество энергии. Не очень много, не астрономически много, бесконечность. Это не техническое ограничение современных ускорителей. Это фундаментальное свойство пространства-времени, открытое более 100 лет назад и подтвержденное бесчисленными экспериментами с тех пор. Масса любого объекта, обладающего покоящейся массой, возрастает по мере приближения к скорости света. При скорости, составляющей 87% от световой, масса удваивается. При 99% увеличивается в 7 раз. При 99,9% масса возрастает более чем в 22 раза. И так далее, асимптотически приближаясь к бесконечности, но никогда не достигая скорости света. Это не абстрактная математика. Это измеряемая реальность. Каждый день в ускорителях по всему миру частицы ведут себя именно так, как предсказывает теория относительности. Мюоны, рожденные в верхних слоях атмосферы космическими лучами, живут лишь 2 миллионные доли секунды в состоянии покоя. По классической физике они должны распадаться задолго до достижения поверхности Земли. Но они достигают ее в огромных количествах, потому что на релятивистских скоростях время для них замедляется. С их точки зрения проходит лишь мгновение. С нашей достаточно времени для преодоления десятков километров атмосферы. Дилатация времени, замедление времени на высоких скоростях – это не теория и не гипотеза. Это экспериментальный факт, проверенный с точностью до миллиардных долей. Атомные часы, размещенные на орбитальных спутниках, тикают чуть медленнее, чем идентичные часы на поверхности Земли. Разница микроскопическая – около 45 микросекунд в день из-за скорости движения по орбите, плюс гравитационные эффекты. Но без коррекции на эту разницу система глобального позиционирования накапливала бы ошибку в несколько километров ежедневно. Каждый раз, когда ты используешь навигатор в телефоне, ты пользуешься технологией, которая работает только потому, что учитывает искривление времени, предсказанное Эйнштейном. Теория относительности – это не философия и не умозрительные построения. Это инженерная реальность, без учета которой современная технология не функционировала бы. Так почему же именно 300 тысяч километров в секунду?
Почему не миллион? Почему не 10 миллионов? Откуда взялся этот конкретный предел? Ответ кроется в самой структуре пространства-времени. Скорость света – это не просто скорость, с которой движется свет. Это фундаментальная константа, связывающая пространство и время в единое целое. В уравнениях физики эта величина обозначается буквой «С» и появляется везде – в формулах электромагнетизма, в уравнениях гравитации, в квантовой механике. Она определяет, как быстро могут распространяться любые причинно-следственные связи во Вселенной. Физики иногда называют ее скоростью причинности. Если событие А может повлиять на событие Б, то между ними должно пройти достаточно времени, чтобы сигнал со скоростью света успел преодолеть разделяющее их расстояние. Ничто не может произойти быстрее, потому что это нарушило бы саму структуру причины и следствия. Представь, что ты мог бы отправить сигнал быстрее света. Согласно теории относительности, для некоторых наблюдателей, движущихся относительно тебя с высокой скоростью, этот сигнал прибыл бы раньше, чем был отправлен. Ты мог бы получить ответ на вопрос до того, как его задал. Следствие предшествовало бы причине. Это создает логические парадоксы, которые, по мнению большинства физиков, указывают на фундаментальную невозможность сверхсветовой передачи информации. Шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл вывел скорость света теоретически в 1865 году, за 20 лет до того, как Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн. Максвелл обнаружил, что электромагнитные колебания должны распространяться со скоростью, определяемой двумя константами – электрической проницаемостью вакуума и магнитной проницаемостью вакуума. Перемножив их определенным образом, он получил число, совпадающее с измеренной скоростью света. Это был момент озарения, понимание того, что свет есть не что иное, как электромагнитная волна. Значение скорости света определяется фундаментальными свойствами вакуума, того самого пустого пространства, которое на поверку оказывается совсем не пустым. Квантовая физика 20 века показала, что вакуум кипит виртуальными частицами, постоянно возникающими и исчезающими. Электрические и магнитные поля взаимодействуют с этим квантовым морем, и характер этого взаимодействия определяет скорость распространения электромагнитных волн. Если бы свойства вакуума были иными, скорость света была бы другой. В других средах – в воде, в стекле, в алмазе – свет движется медленнее, потому что взаимодействует с атомами вещества. В алмазе скорость света составляет лишь 41% от скорости в вакууме. Но в вакууме, в самом чистом пространстве, 300 тысяч километров в секунду остается абсолютным пределом. Теперь давай посмотрим, что это означает для реальных космических путешествий. Самый быстрый объект, когда-либо созданный человеком – солнечный зонд Паркер, запущенный в 2018 году для изучения Солнца. На ближайшем подходе к светилу, используя гравитационный маневр вокруг Венеры, он развивает скорость около 190 км в секунду. Это примерно 690 тысяч километров в час. Немыслимая скорость по земным меркам. При такой скорости можно облететь Землю по экватору за 3,5 минуты. Но давай сравним это со скоростью света. 190 километров в секунду против 300 тысяч. Зонд Паркер движется со скоростью, составляющей 0,63% от скорости света. Менее 1%. Менее 0,01 части. При такой скорости путешествие до ближайшей звезды Проксима Центавра заняло бы около 6700 лет. Не 4 года, как для луча света, а почти 7 тысячелетий. Когда ты отправил бы зонд, на Земле только зарождались первые цивилизации Месопотамии. К его прибытию история человечества могла бы полностью обнулиться и начаться заново несколько раз. Миссии Voyager – легендарные аппараты, запущенные в 1977 году, движутся еще медленнее. Voyager 1, самый далекий от Земли рукотворный объект, удаляется от Солнца со скоростью около 17 км в секунду. При такой скорости он достигнет окрестностей Проксимы Центавра примерно через 73 тысячи лет. К тому моменту само понятие человечества может не иметь никакого смысла. На сегодняшний день Voyager 1 находится на расстоянии примерно 24 миллиардов километров от Земли. Это впечатляет. Он уже покинул гелиосферу и формально находится в межзвездном пространстве. Но 24 миллиарда километров – это лишь около 0,25% расстояния до ближайшей звезды. За 47 лет полета он преодолел 0,25% пути. Свет проходит это расстояние за 22 часа. Вояджеру понадобилось почти полвека. Давай рассмотрим гипотетический сценарий.
Представь, что человечество создает корабль, способный разогнаться до 10% скорости света. Это 30 тысяч километров в секунду, в 170 раз быстрее зонда Паркер. Технологий для этого не существует и, возможно, никогда не будет существовать, но давай помечтаем. При такой скорости до Проксимы Центавра можно добраться за 42 года, уже лучше. Астронавт, отправившийся в путь в 20 лет, прибыл бы на место в 62. Если бы он немедленно отправился назад, вернулся бы в 104 года. Теоретически это укладывается в человеческую жизнь, хотя требует решения колоссальных проблем. От защиты от космической радиации до производства энергии и обеспечения жизнедеятельности на протяжении почти века. Но Проксима Центавра – это буквально ближайший сосед. Что насчет интересных целей? Звезда Тау-Кита, у которой обнаружены экзопланеты в потенциально обитаемой зоне, находится в 12 световых годах. При 10% скорости света – 120 лет в одну сторону. Ни один человек не проживет так долго. Звезда Траппист-1 с ее системой из 7 планет земного типа – 40 световых лет. 400 лет полета при 10% скорости света. Это 16 поколений людей, которые должны родиться, прожить жизнь и умереть внутри корабля, никогда не видя ни точки отправления, ни точки назначения. А галактики? Давай посмотрим на Андромеду. 2,5 миллиона световых лет. При 10% скорости света 25 миллионов лет полета. Даже если бы корабль мог существовать так долго, даже если бы энергии хватило на миллионы лет работы систем, кто или что прибыло бы на место? Человечество как вид существует около 300 тысяч лет. 25 миллионов лет – это почти в 100 раз дольше. За это время эволюция изменила бы пассажиров до неузнаваемости, если бы они вообще выжили. Теперь представим невозможное. Представим, что корабль разгоняется до 99% скорости света. 99%. Почти скорость света, почти предел. При такой скорости начинают действовать мощные релятивистские эффекты. Время на борту корабля течет примерно в 7 раз медленнее, чем на Земле. Для астронавтов путешествие до Андромеды заняло бы всего 3,5 миллиона лет субъективного времени. Это все еще безумно много, но уже меньше 25 миллионов. А если увеличить скорость до 99,9%, время замедляется в 22 раза, до Андромеды чуть больше 100 тысяч субъективных лет. При 99,99% время замедляется в 70 раз. До Андромеды около 35 тысяч субъективных лет. Каждая дополнительная девятка после запятой дает все меньший выигрыш во времени, но требует экспоненциально больше энергии. И даже при скорости, отличающейся от световой на тысячные доли процента, путешествие до ближайшей крупной галактики занимает десятки тысяч лет по часам на борту. А что происходит на Земле, пока корабль летит? При скорости 99,99% от световой, пока на борту проходит 1 год, на Земле проходит 70. Астронавт, вернувшийся из экспедиции к Андромеде, обнаружил бы, что на Земле прошли миллионы лет. Все, кого он знал, давно мертвы. Цивилизация, которую он покинул, либо исчезла, либо изменилась до неузнаваемости. Он вернулся бы не домой, а на чужую планету, населенную существами, для которых он – реликт невообразимо древней эпохи. Это создает парадоксальную ситуацию. Даже если технически возможно путешествовать на релятивистских скоростях, это фактически билет в один конец во времени. Астронавт не просто покидает дом, он покидает свою эпоху, свое время, весь свой мир. Межзвездное путешествие становится не географическим перемещением, а прыжком в будущее без возможности возврата. Теперь давай обратимся к энергетическим требованиям. Сколько энергии нужно, чтобы разогнать космический корабль до релятивистских скоростей? Формула релятивистской кинетической энергии показывает, что при приближении к скорости света энергия растет нелинейно. Чтобы разогнать 1 килограмм массы до 10% скорости света, требуется около 450 тераджоулей энергии. Это примерно соответствует взрыву 100 тысяч тонн тротила мощности термоядерной бомбы средней величины. На 1 килограмм минимальный межзвездный корабль, скажем, небольшой зонд массой в 1 тонну, потребовал бы для разгона до 10% скорости света энергии, эквивалентной 100 миллионам тонн тротила. Это примерно 2000 бомб, сброшенных на Хиросиму.
Корабль с экипажем и системами жизнеобеспечения имел бы массу в тысячи или десятки тысяч тонн. Умножай энергию соответственно. Чтобы разогнать корабль массой 10 тысяч тонн до 10% скорости света, потребуется энергия, превышающая все мировое производство электричества за несколько лет. А чтобы затормозить у цели, нужно такое же количество энергии. Без торможения корабль пролетит мимо звезды за доли секунды. С торможением требуется удвоить энергетический бюджет. При более высоких скоростях ситуация становится еще хуже. Чтобы разогнать 1 килограмм до 90% скорости света, нужно около 2,3 умножить на 10 в 17 степени джоулей. Это энергия, выделяемая Солнцем примерно за 1 секунду, на 1 килограмм массы. Корабль в 10 тысяч тонн потребовал бы энергии, которую Солнце вырабатывает за несколько часов. Где взять такую энергию? Химическое топливо, то, что мы используем сегодня, совершенно недостаточно. Даже термоядерный синтез, который мы пока не освоили в достаточной степени, дает слишком мало энергии на единицу массы топлива. Антиматерия, гипотетически идеальное топливо, полностью превращающееся в энергию, производится на Земле в количествах нанограммов в год, и ее производство требует гораздо больше энергии, чем высвобождается при аннигиляции. Проект Breakthrough Starshot, предложенный физиком Стивеном Хокингом и предпринимателем Юрием Мильнером, пытается обойти эту проблему радикальным способом. Вместо того, чтобы нести топливо с собой, крошечные зонды массой в несколько граммов разгоняются лазерным лучом с Земли. Гигантский лазер мощностью в сотни гигаватт светит на солнечный парус зонда, толкая его все быстрее. Теоретически можно достичь 20% скорости света. Но даже этот амбициозный проект сталкивается с фундаментальными проблемами. Лазерная система потребляла бы больше энергии, чем все человечество производит сегодня. Зонд настолько мал, что не сможет нести практически никакого научного оборудования. Связь с таким зондом на расстоянии нескольких световых лет почти невозможна. Его крошечный передатчик не сможет отправить сигнал, достаточно мощный для обнаружения. И главное, этот метод работает только для разгона. Торможения нет. Зонд пролетит мимо Проксимы Центавра за несколько часов, успев сделать лишь несколько снимков. Никакой посадки, никакого детального изучения, никакого возврата. Каждое предложенное решение проблемы межзвездных путешествий наталкивается на фундаментальные ограничения. Ионные двигатели эффективны, но дают слишком малое ускорение. Ядерные двигатели, проект Орион с ядерными взрывами позади корабля, потенциально мощны, но требуют тысяч бомб и создают колоссальное радиационное загрязнение. Термоядерные двигатели остаются теорией. Антиматерия недоступна в значимых количествах. Варп-двигатель, идея об искривлении пространства перед кораблем и его сжатии позади, теоретически описанная мексиканским физиком Мигелем Алькубьерре, требует так называемой экзотической материи с отрицательной плотностью энергии. Никто никогда не наблюдал такой материи и не знает, может ли она существовать в принципе. Даже если может, расчеты показывают потребность в энергии, сопоставимой с массой энергии целых звезд или галактик. Червоточины, гипотетические туннели через пространство-время, если и существуют, то микроскопичны и нестабильны. Чтобы сделать червоточину проходимой для корабля, потребовалась бы та же экзотическая материя в колоссальных количествах. Физики честно признают, на сегодняшний день не существует даже теоретически обоснованного способа путешествовать быстрее света. Не просто «мы не знаем, как построить». Мы не знаем, возможно ли это в принципе в рамках известных законов физики. Все предложенные лазейки либо требуют невозможных ресурсов, либо основаны на допущениях, которые могут оказаться неверными. Это не означает, что наука никогда не найдет решения. История полна примеров, когда невозможное становилось возможным. Но есть разница между техническими ограничениями и фундаментальными. Летать казалось невозможным, пока не изобрели самолет. Но законы физики не запрещали полет. Просто не хватало технологий. Скорость света – это не техническая проблема. Это, насколько мы понимаем, встроенное ограничение самой реальности. Возможно, наше понимание неполно. Возможно, квантовая гравитация, теория, которую мы еще не создали, откроет что-то принципиально новое. Возможно, темная энергия или темная материя скрывают возможности, о которых мы даже не подозреваем. Но пока это лишь надежды, а не решения.
Пока мы имеем то, что имеем и Вселенную, построенную с жестким ограничением скорости, которое делает даже ближайшие звезды почти недоступными, а другие галактики недостижимыми на любом практическом уровне. Свет, самый быстрый посланник природы, добирается до Андромеды за 2,5 миллиона лет. Любой корабль, который мы способны даже вообразить, будет лететь на порядке дольше. А большинство галактик во Вселенной находятся не в миллионах, а в миллиардах световых лет. Мы смотрим на небо и видим бесконечность возможностей. Но физика говорит нам, что большая часть этих возможностей – иллюзия. Мы можем видеть галактики, но никогда не сможем их достичь. Мы можем мечтать о контакте с другими цивилизациями. Но само пространство-время встает между нами непреодолимой стеной. В следующей части мы рассмотрим конкретные случаи, реальные галактики с их реальными расстояниями и реальными последствиями того, что скорость света недостаточна для их достижения. Мы увидим, как это ограничение влияет на возможность существования галактической цивилизации и что оно означает для любого разумного вида во Вселенной. Но уже сейчас одно становится ясно. Вселенная не построена для путешествий. Она построена для одиночества. Галактика НГ-С 4889 располагается в скоплении Кома, примерно в 308 миллионах световых лет от Земли. Она выглядит как неясное пятнышко света даже в мощные телескопы. Просто еще одна эллиптическая галактика среди тысяч других в этом регионе космоса. Но внутри нее скрывается нечто чудовищное. В центре НГ С4889 находится один из крупнейших известных черных дыр во Вселенной. Объект с массой примерно в 21 миллиард солнечных масс. Горизонт событий этого монстра имеет диаметр около 130 миллиардов километров. Это больше, чем расстояние от Солнца до границ облака Оорта. Свет от этой галактики путешествовал к нам 308 миллионов лет. Когда эти фотоны начали свое путешествие, на Земле только завершался каменноугольный период. Гигантские насекомые летали над болотистыми лесами, которые потом превратятся в залежи угля. Динозавры еще не появились. До них оставалось почти 100 миллионов лет. А фотоны все еще летели. Империи возникали и рушились, виды эволюционировали и вымирали, континенты дрейфовали, а эти частицы света продолжали свое путешествие сквозь расширяющуюся пустоту. И вот они достигли телескопа Хаббла. 308 миллионов лет пути. И все, что мы видим, это размытый образ галактики, какой она была в невообразимо далеком прошлом. Какова она сейчас? Существует ли она вообще в том же виде? Мы не узнаем еще 308 миллионов лет. Но НГС 4889 – это относительно близкий объект. Давай посмотрим дальше. Галактика ГНЗ-11, открытая в 2016 году, является одной из самых далеких известных галактик. Свет от нее шел к нам 13,4 миллиарда лет. Когда этот свет был испущен, Вселенной было всего около 400 миллионов лет от роду. Космос был младенцем. Первые звезды только начали формироваться, тяжелых элементов почти не существовало. Галактики были крошечными хаотичными скоплениями молодых светил. Мы видим GNZ-11, такой, какой она была в младенчестве мироздания. Но где она сейчас? Из-за расширения Вселенной ее нынешнее расстояние составляет не 13, а примерно 32 миллиарда световых лет. Она давно пересекла космический горизонт. Свет, испущенный ею сегодня, никогда не достигнет Земли. Мы видим ее прошлое, но ее настоящее и будущее навсегда скрыты от нас. Между этими двумя крайностями NGC 4889 в сотнях миллионов и GNZ 11 в миллиардах световых лет располагается бесчисленное множество галактик. Каждая из них представляет собой отдельный мир, возможно, содержащий миллиарды потенциально обитаемых планет, и каждая из них практически недоступна. Рассмотрим несколько конкретных примеров, чтобы понять масштаб проблемы. Галактика Водоворот, известная под каталожным номером М51, находится в 23 миллионах световых лет от нас. Она знаменита своей идеальной спиральной структурой и галактикой-компаньоном, которая медленно сливается с ней. Если бы развитая цивилизация отправила оттуда сигнал в момент, когда на Земле жили последние динозавры, этот сигнал достиг бы нас примерно сейчас. Наш ответ придет к ним еще через 23 миллиона лет. 46 миллионов лет на простой обмен приветствиями.
Галактика Сомбрера, М104, располагается в 29 миллионах световых лет. Ее характерный вид, яркое ядро с темной полевой полосой, делает ее одной из самых узнаваемых в каталогах. Но эта красота – картина 29-миллионолетней давности. Когда свет покинул звезды Сомбрера, на Земле миоценовая эпоха была в разгаре, предки человека только начинали отделяться от предков шимпанзе. Галактика Центавр А, НГ С5128, одна из ближайших активных галактик с мощным радиоизлучением, находится в 12 миллионах световых лет. В ее центре сверхмассивная черная дыра активно поглощает материю, выбрасывая струи вещества на тысячи световых лет. Эта космическая драма разворачивалась, когда на Земле вымирали последние представители семейства дриопитеков. Сверхскопление Ланиакея, которому принадлежит Млечный Путь, простирается на 520 миллионов световых лет и содержит около 100 тысяч галактик. Чтобы пересечь его со скоростью света, потребуется более полумиллиарда лет. Любая цивилизация, решившая колонизировать все сверхскопление, столкнулась бы с невозможной логистикой. К моменту получения отчета о колонизации отдаленной галактики, сама метрополия изменилась бы до неузнаваемости или исчезла. А за пределами Ланиакеи лежат другие сверхскопления. Сверхскопление Персея рыб в 250 миллионах световых лет. Сверхскопление Волос Вероники в 300 миллионах. Великий аттрактор – гравитационная аномалия, к которой движется наша часть Вселенной, в 250 миллионах световых лет. И все это лишь крошечный уголок наблюдаемой Вселенной. Современные оценки говорят о существовании порядка 2 триллионов галактик в видимой части космоса. Триллион – это миллион миллионов. 2000 миллиардов отдельных звездных систем, каждая из которых представляет собой мир, полный потенциала, и почти все они недостижимы. Но давай на секунду остановимся и рассмотрим нашу ближайшую окрестность – местную группу галактик. И это скопление из более чем 80 галактик, связанных взаимной гравитацией. Крупнейшие из них – Млечный Путь и Андромеда. Остальные – в основном карликовые галактики, вращающиеся вокруг двух гигантов или свободно дрейфующие между ними. Местная группа – единственный островок Вселенной, который навсегда останется в нашей досягаемости. Гравитация связывает эти галактики достаточно прочно, чтобы противостоять расширению пространства. Пока остальные галактики удаляются и исчезают за горизонтом, галактики местной группы постепенно сближаются. Через 4,5 миллиарда лет Андромеда столкнется с Млечным Путем. Это не будет катастрофой в привычном понимании. Расстояния между звездами настолько велики, что прямые столкновения светил маловероятны. Но гравитационное взаимодействие перемешает звезды обеих галактик, искривит спиральные рукава, вызовет волны звездообразования. Через несколько миллиардов лет две спирали сольются в одну гигантскую эллиптическую галактику, которую астрономы уже окрестили Мелкомеда. К тому времени Солнце начнет превращаться в красный гигант, и Земля, скорее всего, станет непригодной для жизни. Но если человечество, или то, во что оно эволюционирует, переселится на другие планеты, оно сможет наблюдать это величественное слияние. Постепенно все галактики местной группы объединятся в единую систему. Триангулум, третья по величине галактика группы, либо столкнется с Мелкомедой, либо будет выброшена прочь гравитационным взаимодействием. Карликовые галактики, большое и малое, Магеллановые облака, галактики в скульпторе, Киле, Пичи постепенно поглотятся гигантом. Через триллионы лет, триллионы, вся местная группа станет единой галактикой. К этому моменту все остальные галактики Вселенной давно исчезнут за космическим горизонтом. Небо опустеет. Будущие наблюдатели увидят лишь звезды своей собственной галактики на фоне абсолютной черноты. Они не будут знать, что когда-то небо было усыпано галактиками. Для них Вселенная будет состоять из одного острова звезд в бесконечной пустоте. Если они откроют физику и космологию, они никогда не смогут обнаружить расширение Вселенной. Нечему будет расширяться в их поле зрения. Большой взрыв, реликтовое излучение, космологическая история – все это станет недоступным для наблюдения. Мы живем в привилегированную эпоху. Сейчас, в начале 21 века, мы еще можем видеть триллионы галактик. Мы можем изучать реликтовое излучение, эхо Большого взрыва. Мы можем измерять расширение Вселенной и открывать ее историю. Через триллионы лет все это станет невозможным. Но есть нечто более тревожное, чем медленное исчезновение галактик за горизонтом. Вселенная
Это неспокойный океан, по которому неторопливо дрейфуют острова света. Это арена чудовищных катаклизмов, энергий, которые затмевают любые человеческие представления о силе. И эти катаклизмы имеют прямое отношение к проблеме межзвездных путешествий. Начнем с того, что само пространство между звездами – это не пустота. Это среда, пронизанная излучением, заполненная частицами высоких энергий, перемежающейся магнитными полями. Космические лучи протония, протоны и ядра атомов, разогнанные до околосветовых скоростей, непрерывно бомбардируют любой объект в космосе. На Земле мы защищены магнитосферой и атмосферой. Магнитное поле планеты отклоняет заряженные частицы, а атмосфера поглощает то, что прорывается сквозь магнитный щит. Но в открытом космосе защиты нет. Космический корабль, направляющийся к другой звезде, будет непрерывно облучаться. При обычных скоростях это серьезная, но потенциально решаемая проблема. Достаточно толстой обшивки или активной защиты. Но при релятивистских скоростях ситуация меняется радикально. Вспомни, что масса возрастает при приближении к скорости света. Это верно не только для корабля, но и для всего, что он встречает на пути. Атомы межзвездного газа, частицы пыли, космические лучи – все это приобретает дополнительную кинетическую энергию в системе отсчета корабля. При скорости в 99% от световой, и обычный протон межзвездной среды становится эквивалентен по энергии частицы в ускорителе высоких энергий. Корабль летит сквозь постоянный поток высокоэнергетических частиц. Каждую секунду его обшивку бомбардируют миллионы микроскопических снарядов. А теперь представь, что на пути встречается что-то покрупнее. Пылинка размером в микрон, невидимая невооруженным глазом. При столкновении на релятивистских скоростях высвобождает энергию, сопоставимую с небольшим взрывом. Песчинка становится снарядом разрушительной мощи. Камешек размером в сантиметр может уничтожить корабль полностью. Межзвездное пространство относительно пусто, но на дистанции в несколько световых лет вероятность столкновения с достаточно крупным объектом становится значительной. Корабль должен либо иметь совершенную систему обнаружения и уклонения, что при релятивистских скоростях технически почти невозможно, либо быть настолько прочным, чтобы выдерживать удары, энергия которых эквивалентна взрывам. Но межзвездная среда – это меньшая из проблем. Космос полон источников излучения, способных уничтожить все живое на расстояниях в тысячи световых лет. Сверхновые – взрывы массивных звезд в конце их жизни – высвобождают за несколько секунд энергию, которую Солнце вырабатывает за миллиарды лет. Часть этой энергии уносится электромагнитным излучением, от радиоволн до гамма-лучей. Другая часть – потоками частиц, летящих почти со скоростью света. В нашей галактике сверхновые вспыхивают примерно раз в 50 лет. Большинство из них слишком далеки, чтобы представлять угрозу для Земли. Но если массивная звезда взорвется на расстоянии менее 50 световых лет, последствия для биосферы нашей планеты будут катастрофическими. Озоновый слой будет разрушен, ультрафиолетовое излучение Солнца начнет беспрепятственно достигать поверхности, пищевые цепочки в океанах рухнут из-за гибели фитопланктона. Некоторые палеонтологи связывают массовые вымирания в истории Земли с близкими сверхновыми. Ордовикско-силурийское вымирание 440 миллионов лет назад, унесшее около 85% морских видов, возможно, было вызвано именно таким событием. Но сверхновые – это не самое страшное. Гамма-всплески, короткие вспышки гамма-излучения, являются самыми мощными взрывами во Вселенной после Большого взрыва. Они происходят, когда массивные звезды коллапсируют в черные дыры, или когда сталкиваются нейтронные звезды. За несколько секунд гамма-всплеск выделяет больше энергии, чем Солнце за все время своего существования. Излучение гамма-всплеска сконцентрировано в узких конусах – джетах, направленных вдоль оси вращения коллапсирующей звезды. Если Земля окажется на пути такого джета, последствия будут апокалиптическими даже на расстояниях в тысячи световых лет. Некоторые исследователи предполагают, что гамма-всплеск мог вызвать вымирание в конце Ордовика. Вспышка длительностью в 10 секунд могла уничтожить половину озонового слоя, вызвав экологическую катастрофу, растянувшуюся на тысячелетия. Гамма-всплески происходят в наблюдаемой Вселенной примерно раз в день, но большинство из них в далеких галактиках. В Млечном Пути они случаются гораздо реже, возможно, раз в несколько миллионов лет. Но когда они случаются, они стерилизуют огромные области космоса. Представь цивилизацию, отправившую межзвездную экспедицию.
Корабль летит к далекой звезде, преодолевая световые годы пустоты. И в какой-то момент на пути, или достаточно близко к пути, вспыхивает гамма-всплеск. Поток излучения движется со скоростью света, предупреждения нет. За секунды корабль получает дозу радиации в миллионы раз превышающую смертельную. Экипаж погибает мгновенно, электроника выходит из строя, сам корабль может быть частично испарен. Космос и Токчимасмас – это не пустое пространство между безопасными гаванями. Это минное поле невидимых угроз. Океан энергий, которые могут уничтожить любой искусственный объект без предупреждения. И это подводит нас к еще одному аспекту проблемы скорости света. Даже если бы мы могли путешествовать быстрее света, что, по всей видимости, невозможно, мы не смогли бы получать информацию быстрее света. Мы не знали бы, что происходит на пути. Мы не могли бы предвидеть опасности. Каждое путешествие было бы прыжком в неизвестность. Звезда, к которой ты летишь, могла взорваться вчера. Но ты узнаешь об этом только через годы или столетия, когда свет от взрыва достигнет тебя. К этому моменту ты можешь уже лететь навстречу расширяющемуся облаку смертоносного излучения. Планета, которую ты считаешь пригодной для колонизации на основе наблюдений столетней давности, могла быть уничтожена астероидом или потерять атмосферу из-за вспышки родительской звезды. Когда ты прибудешь через десятилетия или века, тебя может ждать не новый дом, а мертвый камень. Цивилизация, с которой ты надеешься установить контакт, могла уничтожить себя в войне, а вымереть от болезни или эволюционировать во что-то совершенно чуждое. Сообщение, которое ты получил от них, было отправлено поколение назад. Их нынешнее состояние неизвестно и непознаваемо до прибытия следующего сигнала. Скорость света ограничивает не только перемещение, но и знание. Наша картина Вселенной – это всегда картина прошлого. Мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. Ближайшие звезды такими, какими они были годы назад. Галактики такими, какими они были миллионы и миллиарды лет назад. Мы принимаем решения на основе устаревшей информации. И чем дальше цель, тем более устаревшей является информация о ней. Это создает фундаментальную неопределенность любого космического предприятия. Ты не можешь знать, что ждет тебя в конце пути. Ты не можешь связаться с пунктом назначения и получить актуальную информацию. Связь ограничена той же скоростью света. Ты не можешь послать разведчика и дождаться его отчета. Ожидание займет десятилетия или века. Каждая межзвездная миссия – это акт веры. Прыжок в темноту на основании информации, которая устарела на годы, десятилетия, столетия. И никакие технологии не могут это изменить, потому что само пространство-время устроено так, что информация не может распространяться быстрее света. Физики иногда говорят о конусе света, геометрической фигуре, описывающей, какие события могут влиять на данную точку пространства-времени и на какие события данная точка может влиять. Все, что находится вне конуса света, причинно отделено. Ты не можешь получить информацию оттуда, не можешь отправить информацию туда. Это другой мир, а отрезанный от тебя самой структурой реальности. Для большинства галактик во Вселенной мы находимся вне их конуса света, и они вне нашего. Мы видим их прошлое, они, если там кто-то есть, видят наше. Но наши настоящие никогда не пересекутся. Мы разделены не просто расстоянием, а самой причинностью. Это одна из самых странных и тревожных истин о Вселенной. Мы привыкли думать о космосе как о едином целом, о пространстве, которое можно пересечь при наличии достаточного времени. Но на фундаментальном уровне Вселенная разорвана на бесконечное множество изолированных регионов, каждый из которых заключен в свой конус света, не способный взаимодействовать с остальными. И с течением времени этих изолированных регионов становится все больше. Расширение Вселенной отрезает галактику за галактикой, скопление за скоплением. Конус доступного нам мира сжимается. Тюрьма, в которой мы находимся, становится все теснее. Когда мы смотрим на далекие галактики, мы смотрим на заключенных других камер. Они так же изолированы, как и мы, так же ограничены скоростью света, так же не способны протянуть руку сквозь бездну. Возможно, в каждой из этих галактик есть разумные существа, смотрящие на небо и задающие те же вопросы. Где все остальные? Почему космос молчит? Почему мы одиноки? Ответ может быть проще и страшнее, чем все теории о великих фильтрах и самоуничтожении цивилизаций. Мы не одиноки. Просто расстояния непреодолимы, скорость света недостаточна. А Вселенная построена как бесконечная сеть изолированных островов, навсегда отделенных друг от друга океаном пространства-времени.
В следующей части мы обратимся к самым экстремальным проявлениям энергии в космосе, к событиям, которые затмевают все, о чем мы говорили до сих пор, к силам, которые формируют галактики и уничтожают звезды, и к тому, что все это означает для судьбы разума во Вселенной. В январе 2019 года телескопы зафиксировали событие, которое астрономы назвали АТ-2019 QEZ на расстоянии 215 миллионов световых лет от Земли в центре спиральной галактики. Звезда, примерно равная по массе нашему Солнцу, подошла слишком близко к сверхмассивной черной дыре. То, что произошло дальше, называется приливным разрушением. Гравитация черной дыры буквально разорвала звезду на части. Представь силу, способную растянуть объект в миллион раз массивнее Земли, как тесто. Разница в гравитационном притяжении между ближней и дальней сторонами звезды оказалась настолько велика, что светило не выдержало. Его вещество потянулось к черной дыре, образуя раскаленный поток материи. Часть этого вещества закрутилась в аккреционный диск, нагретый до миллионов градусов. Другая часть была выброшена в космос со скоростью, достигающей 10 тысяч километров в секунду. Энергия, высвободившаяся при этом событии, превысила светимость всей галактики, в которой оно произошло. На несколько месяцев умирающая звезда затмила сотни миллиардов своих соседок. И мы наблюдали это в реальном времени. Насколько понятие «реальное время» применимо к событию, свет от которого летел к нам 215 миллионов лет. Приливные разрушения происходят в каждой крупной галактике примерно раз в 10 тысяч лет. Это означает, что прямо сейчас, пока ты слушаешь эти слова, где-то во Вселенной звезда разрывается на части гравитации черной дыры. И еще одна. И еще. Десятки тысяч таких событий происходят каждый день по всему космосу. Мы просто не видим большинства из них из-за расстояния, но приливные разрушения – это лишь капля в океане космического насилия. 14 сентября 2015 года детекторы Лига в Соединенных Штатах впервые зафиксировали гравитационные волны, рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном ровно 100 лет назад. Источником этих волн было слияние двух черных дыр на расстоянии около 1 300 000 000 световых лет. Одна дыра имела массу около 36 солнечных масс, другая – около 29. Они кружились друг вокруг друга, постепенно сближаясь, пока не слились в единый объект массой около 62 солнечных масс. Подожди, 36 плюс 29 – это 65. Но результат слияния – 62. Куда делись три солнечные массы? Они превратились в энергию. В гравитационные волны, разошедшиеся по Вселенной со скоростью света. Три солнечные массы, примерно 6 миллионов триллионов килограммов, были полностью преобразованы в колебания пространства-времени за долю секунды. По формуле Эйнштейна, связывающей массу и энергию, это соответствует примерно 5 умножить на 10 в 47 степени джоулей. Для сравнения, все человечество потребляет около 5 умножить на 10 в 20 степени джоулей энергии в год. Энергия одного слияния черных дыр превышает годовое потребление человечества в миллиарды триллионов раз. И это было относительно скромное событие. В мае 2019 года Лига и европейский детектор Вирго зафиксировали слияние, получившее обозначение G/1905221. Две черные дыры с массами около 85 и 66 солнечных масс объединились в монстра массой около 142 солнечных масс. Разница, 9 солнечных масс, ушла в гравитационное излучение. 9 солнц превратились в рябь пространства за мгновение. Эти слияния происходят по всей Вселенной постоянно. По оценкам, в наблюдаемой Вселенной происходит несколько десятков слияний черных дыр каждый час. Мы фиксируем лишь крошечную долю, потому что большинство событий слишком далеки, а наши детекторы недостаточно чувствительны. 17 августа 2017 года произошло нечто еще более экстраординарное. Детекторы зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, сверхплотных остатков массивных звезд, где вещество сжато до ядерной плотности. Событие GW-170817 произошло в галактике N GC-4993 на расстоянии около 130 миллионов световых лет. В отличие от слияний черных дыр, слияние нейтронных звезд производит электромагнитное излучение. Через 2 секунды после гравитационных волн
орбитальные телескопы зафиксировали короткий гамма-всплеск. Затем последовало свечение во всех диапазонах, от рентгеновского до радио. Астрономы по всему миру направили свои инструменты на источник, и впервые в истории одно и то же космическое событие наблюдалось и в гравитационных волнах, и в электромагнитном излучении. Но самое поразительное открытие касалось не самого слияния, а того, что оно породило. Спектральный анализ после свечения показал присутствие тяжелых элементов – золота, платины, урана. Слияния нейтронных звезд оказались космическими фабриками, производящими самые тяжелые элементы таблицы Менделеева. Все золото на Земле, все кольца, все монеты, все микросхемы было создано в таких слияниях миллиарды лет назад и разнесено по космосу взрывами, чтобы в конце концов попасть в газовое облако, из которого сформировалась Солнечная система. Каждый раз, когда ты смотришь на золотое украшение, ты смотришь на материал, рожденный в столкновении нейтронных звезд, в одном из самых жестоких событий во Вселенной. Энергия слияния GV 170 817 сопоставима со взрывом сверхновой. Гамма-излучение было настолько интенсивным, что если бы событие произошло в нескольких десятках световых лет от Земли, оно могло бы уничтожить всю жизнь на планете. И здесь мы подходим к вопросу, который не дает покоя астрономам и философам. Космос наполнен событиями колоссальной мощности. Сверхновые вспыхивают, черные дыры сливаются, гамма-всплески прошивают пространство смертоносным излучением, и все это происходит с удручающей регулярностью по космическим меркам. В Млечном Пути сверхновые вспыхивают примерно раз в 50 лет. Гамма-всплески, направленные в нашу сторону, могут происходить раз в несколько миллионов лет. Близкие пролеты звезд, способные дестабилизировать облако аорты и засыпать внутреннюю Солнечную систему кометами, раз в несколько сотен тысяч лет. Магнитары, нейтронные звезды с чудовищно мощными магнитными полями, периодически испускают вспышки, опасные на расстояниях в тысячи световых лет. 27 декабря 2004 года магнитар SGR 1806-20, расположенный примерно в 50 тысячах световых лет от нас, на противоположной стороне галактики, испустил гигантскую вспышку. За 0,2 секунды он выделил энергию, которую Солнце вырабатывает за 250 тысяч лет. Даже на таком расстоянии вспышка была достаточно мощной, чтобы ионизировать верхние слои земной атмосферы и вызвать помехи в системах связи. Если бы этот магнитар находился в 10 световых годах от Земли, на расстоянии, где расположены несколько ближайших звезд, вспышка полностью уничтожила бы озоновый слой. Поверхность планеты была бы стерилизована ультрафиолетом в течение нескольких недель. Мы живем в тире. Пули летят со всех сторон. Пока нам везет, ни одна не попала. Но везение не длится вечно. Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона – красный сверхгигант, который взорвется как сверхновая в ближайшие 100 тысяч лет. Возможно, гораздо раньше. Она находится на расстоянии около 700 световых лет. Достаточно далеко, чтобы взрыв не представлял прямой угрозы. Но достаточно близко, чтобы стать самым ярким объектом на небе после Солнца и Луны, видимым даже днем. Звезда Тпейка Пегаса, кандидат на сверхновую типа Арей, находящийся всего в 150 световых годах. Белый карлик в этой системе постепенно перетягивает вещество с компаньона. Когда его масса превысит критический предел Чандрасекара, примерно 1,5 солнечных массы, он взорвется с мощностью в миллиарды раз больше, чем светимость Солнца. На таком расстоянии взрыв может представлять серьезную опасность для биосферы Земли, и это только известные угрозы. Космос полон объектов, о которых мы не знаем. Темные нейтронные звезды, одиночные черные дыры, странствующие планеты. Все они невидимы, пока не подойдут слишком близко. Но даже если отбросить катастрофические события, сама структура Вселенной обрекает любую цивилизацию на изоляцию и конечность. Представь цивилизацию, которая решила расселиться по галактике. Они освоили межзвездные путешествия, пусть даже на досветовых скоростях. Пусть даже путешествие между звездами занимает столетия. Они отправляют колониальные корабли к ближайшим звездам. Колонии основываются, растут, отправляют собственные экспедиции. Через миллионы лет они заселяют всю галактику. И что происходит потом? Галактика имеет диаметр около 100 тысяч световых лет. Сообщение с одного края до другого занимает 100 тысяч лет. Центральное правительство невозможно. К тому времени, когда приказ из столицы достигнет периферии, и сама столица может не существовать. Единая культура невозможна. Каждый регион развивается изолированно, эволюционирует в собственном направлении.
Через несколько миллионов лет цивилизация, начавшая как единое целое, распадется на миллионы независимых ветвей. Они будут говорить на разных языках, иметь разные культуры, возможно, разную биологию. Они могут даже забыть о своем общем происхождении. Для них другие ветви станут чужаками, инопланетянами. Скорость света не просто затрудняет путешествия, она разрывает любую масштабную структуру. Она делает невозможными империи, федерации, союзы, охватывающие значительную часть галактики. Каждый звездный регион обречен на автономию, каждая планета – на самодостаточность. Парадокс Ферми – вопрос о том, почему мы не видим следов внеземных цивилизаций. Может иметь простой ответ в этом контексте. Возможно, галактика полна цивилизаций. Возможно, некоторые из них существуют миллионы лет и освоили межзвездные перелеты. Но они не строят галактических империй, не отправляют зонды к каждой звезде, не создают мегаструктуры, видимые на межзвездных расстояниях. Почему? Потому что это бессмысленно. Потому что связь и координация через световые годы невозможны. Потому что каждый колониальный проект – это не расширение существующей цивилизации, а создание новой независимой сущности, которая немедленно отрывается от материнской культуры и идет своим путем. Может быть, космос полон тихих, локальных цивилизаций. Каждая занимает несколько звездных систем, каждая знает о существовании других по их радиосигналам и свету их городов. Но ни одна не пытается установить контакт. Потому что контакт через десятки или сотни световых лет – это не диалог. Это обмен посланиями в бутылках между кораблями, навсегда разделенными океаном. Что ты скажешь цивилизации, ответ от которой получат твои правнуки? Какие вопросы задашь, если к моменту получения ответа они потеряют всякий смысл? Скорость света превращает Вселенную в архипелаг островов, каждый из которых может видеть огни других островов, но никогда не сможет по-настоящему с ними соединиться. И это приводит нас к самому глубокому вопросу. Какое место занимает разум в такой Вселенной? Имеет ли смысл наше существование в космосе, который кажется созданным для изоляции? Некоторые философы говорят о космическом одиночестве как о фундаментальном условии разумной жизни. Мы можем думать, чувствовать и задавать вопросы, но мы заключены в крошечном пузыре пространства-времени, отрезанном от большей части существующего. Наш горизонт ограничен, наше влияние локально. Наше знание о Вселенной – это знание о ее прошлом, никогда о настоящем. Другие видят в этом странную красоту. Если бы Вселенная была маленькой и доступной, она была бы исчерпаема. Рано или поздно все было бы исследовано, все вопросы получили бы ответы, все приключение закончилось бы. Но Вселенная, ограниченная скоростью света, неисчерпаема по определению. Сколько бы мы ни исследовали, сколько бы ни узнавали, всегда останутся миры за горизонтом, тайны за пределами досягаемости, вопросы без ответов. Может быть, это и есть смысл. Не достичь всего, а вечно стремиться. Не познать все, а вечно познавать. Не завершить путешествие, а вечно быть в пути. Но есть и третья перспектива, самая тревожная из всех. Вселенная стареет, звезды постепенно выгорают, превращаясь в белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Газовые облака, из которых рождаются новые звезды, истощаются. Через триллионы лет последние звезды погаснут, и космос погрузится во тьму. В эту эпоху, которую космологи называют эрой черных дыр, единственными значимыми объектами останутся черные дыры, пожирающие остатки материи, медленно испаряющиеся через излучение Хокинга. Но и они не вечны. Через немыслимые промежутки времени, 10 в 100 степени лет, последние черные дыры испарятся. Наступит эра вечной тьмы. Разреженный газ из элементарных частиц, рассеянный по пространству настолько огромному, что взаимодействие между частицами станет практически невозможным. Температура Вселенной будет асимптотически приближаться к абсолютному нулю. Никаких процессов, никаких событий, никакого времени в осмысленном понимании. Это называется тепловой смертью Вселенной. И это не гипотеза. Это следствие второго закона термодинамики, примененного к космосу в целом. Энтропия возрастает. Порядок рассеивается. Все стремится к равновесию. А равновесие в космических масштабах означает равномерную, бесконечно разреженную пустоту. И вот вопрос. Что может сделать разумная жизнь перед лицом этой судьбы? Если скорость света – абсолютный предел, мы не можем убежать от судьбы Вселенной. Мы не можем переселиться в другую Вселенную. Если другие Вселенные существуют, они недоступны.
Мы не можем отменить законы термодинамики. Мы можем лишь максимально эффективно использовать доступную энергию, откладывая неизбежный конец. Физик Фриман Дайсон размышлял о том, как цивилизация может продлить свое существование в умирающей Вселенной. Он предположил, что разумные существа могли бы замедлить свое мышление, снижая потребление энергии, и таким образом растянуть субъективное существование почти до бесконечности. Но даже эта стратегия наталкивается на фундаментальные пределы. Квантовые эффекты устанавливают минимальную энергию для любого вычисления, любой мысли. В конечном счете, при любом сценарии мышление должно прекратиться. Сознание угаснет. Разум исчезнет из Вселенной так же, как появился. Локальная флуктуация порядка в океане энтропии. Временное отступление хаоса, мерцающий огонек во тьме. И все же мы здесь. Сейчас. В этот краткий миг космической истории, когда звезды еще горят, галактики еще видны, вопросы еще имеют смысл. Мы – свидетели Вселенной в ее расцвете. Через триллионы лет не останется никого, кто мог бы смотреть на небо и удивляться. Не останется глаз, способных видеть далекие галактики, потому что галактик не будет. Не останется умов, способных задавать вопросы о природе реальности, потому что для вопросов нужна энергия. А вся энергия рассеется. Мы живем в привилегированную эпоху, и мы даже не осознаем этого. Мы жалуемся на ограниченность скорости света, на недоступность других галактик, на молчание космоса. Но мы можем видеть галактики, мы можем изучать их свет. Мы можем понимать законы, управляющие Вселенной. Через триллионы лет даже это станет невозможным. Скорость света кажется нам тюремной стеной. Но может быть она напоминание о ценности того, что у нас есть. Мы не можем достичь других галактик, но мы можем их видеть. Мы не можем говорить с другими цивилизациями, но мы можем знать, что они возможны. Мы не можем жить вечно, но мы можем думать о вечности. Вселенная построена не для путешествий, не для империй, не для контакта. Она построена для созерцания, для вопросов, на которые нет ответов, для красоты, которую нельзя потрогать, для тайн, которые нельзя разгадать. 300 тысяч километров в секунду. Самая быстрая скорость в природе. И она безнадежно, трагически, прекрасно, медленно. Медленно настолько, что свет звезды, на которую ты смотришь сегодня, был испущен до твоего рождения. Медленно настолько, что далекие галактики исчезнут за горизонтом прежде, чем мы сможем их достичь. Медленно настолько, что любой диалог через космические расстояния растягивается на поколения, столетия, тысячелетия. Но также достаточно быстро, чтобы мы могли видеть прошлое Вселенной, запечатленное в свете, идущем к нам миллиарды лет. Достаточно быстро, чтобы знать, что там, за черной бездной горят другие солнца и вращаются другие миры. Достаточно быстро, чтобы мы могли мечтать. Возможно, в этом и состоит парадокс нашего существования. Мы достаточно разумны, чтобы понять свои ограничения, но недостаточно могущественны, чтобы их преодолеть. Мы можем видеть дверь, но не можем ее открыть. Мы знаем, что за ней есть что-то, но никогда не узнаем, что именно. Это трагедия? Или это то, что придает смысл нашему существованию? Вечное стремление к недостижимому, вечный вопрос без ответа, вечная тайна на краю сознания? Я не знаю. Никто не знает. Возможно, это и есть последняя, самая глубокая тайна космоса. Не как устроена Вселенная, а зачем? Почему реальность построена именно так? Почему скорость света именно такова? Почему мы можем видеть, но не можем дотянуться? Небо полно звезд. Каждая из них – солнце, возможно, согревающее планеты, возможно, освещающее чьи-то небеса. И все они, даже самые близкие, отделены от нас годами светового пути, годами молчания, ожидания, одиночества. Мы смотрим в небо и видим свет, который шел к нам дольше, чем существует человеческая цивилизация. Мы видим прошлое Вселенной, застывшее в фотонах. Мы видим красоту, которой не можем коснуться, и величие которого не можем постичь. И может быть это все, что нам дано. Не достичь звезд, а видеть их. Не постичь Вселенную, а удивляться ей. Не ответить на вопросы, а продолжать их задавать. 300 тысяч километров в секунду. Слишком медленно, чтобы преодолеть бездну. Достаточно быстро, чтобы знать, что бездна есть. И пока мы способны смотреть в небо и задавать вопросы, мы живы. Мы – часть Вселенной, осознающая себя. Мы – ее глаза, ее мысли, ее вопросы. И хотя мы никогда не узнаем ответов, сами вопросы – это уже достижение. Это уже победа над тьмой и молчанием. Сегодня ночью, прежде чем уснуть, выгляни в окно.
Посмотри на звезды. Вспомни, что каждая из них – далекое солнце, каждый фотон, достигший твоего глаза, посланник из прошлого. Каждая секунда их света – это путешествие длиной в годы, столетия, тысячелетия. И подумай о том, что где-то там, возможно, кто-то смотрит на свои звезды с теми же вопросами, с тем же удивлением, с той же тоской по недостижимому. Мы никогда не встретимся. Но, может быть, в этом общем созерцании уже есть связь. Неслышный разговор через световые годы. Молчаливое единство разумов, разделенных космосом, но объединенных вопросами. Спокойной ночи. И пусть звезды снятся тебе не как тюремные стены, а как окна в бесконечность.